Август в Ставропольском крае стоял знойный, как раскаленная печь. На хуторе воздух дрожал от жары, поднимая миражи над выжженной травой. Пыль поднималась от каждого шага, а в загонах царила мертвая тишина, лишь изредка доносилось мычание скота. Даже самые опытные скотники старались держаться подальше от дальнего загона. Причина была проста. Там обитали двое, кого боялись на всем юге. Петр Савельев, 58 лет, был в прошлом настоящей легендой казачьих скачек и ярмарочных родео. В молодости его имя знали по всему краю. Он мог усидеть на любом буйном быке, каким бы свирепым он ни был. Толпа замирала, когда Петр, высокий и сухощавый, с пронизывающим взглядом серых глаз, выходил на арену. Но однажды все изменилось. На окружных соревнованиях бык по кличке Ураган подбросил его так, что Савельев рухнул на стальное ограждение. Хруст позвонков был слышен даже в дальних рядах. После той травмы он остался хромым. Его карьера оборвалась. С тех пор Петр стал другим. Он верил, что только строгость и железная воля могут удержать порядок, и жил по этому принципу. На хуторе его слушались беспрекословно. Он не терпел возражений. За неповиновение увольнял на месте. Единственной отдушиной была его 10-летняя дочь Аня, светловолосая, голубоглазая, вылитая, покойная жена Елена. Елена умерла от сердечной болезни 3 года назад, и с тех пор Петр стал еще жестче и молчаливее. Но ради дочери он мог все, даже улыбнуться. Вторым страхом хутора был бык Гром. Черный как уголь, 600 килограммов мускул, он вселял ужас. Его глаза светились кроваво-красным светом, его рев сотрясал землю. За 3 года он искалечил 4 человек. После этого никто к нему не приближался. Однажды на утреннем обходе старик Степан Егорыч, бывший пастух, работающий на хуторе более 20 лет, заметил в старом сарае фигуру. Это был мальчик лет 7. Худой, в рваной одежде, с впалыми щеками. Он дрожал от холода и страха. Степан осторожно подвел его к дому. Петр, как обычно, пил утренний чай на веранде. Увидев мальчика, сурово нахмурился. «Откуда он взялся? Убирайся отсюда, пока я полицию не вызвал». Но тут выбежала Аня в ночной рубашке, босоногая. Увидев мальчика, она кинулась к нему. «Папа, он же один, смотри, как ему страшно», и встала между отцом и ребенком. На веранду вышла и Тамара Ивановна, пожилая кухарка, работающая у Савельевых уже много лет. «Петр, он голоден, пусть поест. Неужели жалко каши?» Суровый фермер смягчился. Мальчика накормили кашей с маслом, медом и хлебом. Он ел молча, быстро. Имя свое не назвал. Говорить явно боялся. В ту ночь он не спал. Что-то тянуло его к загону. Там он впервые подошел к Грому. Бык заревел, поднял тучу пыли, заскреб копытами по сухой земле, будто собираясь смести все на своем пути. Его ноздри раздувались от ярости, глаза сверкали алым цветом, мышцы перекатывались под кожей, как натянутые канаты. Все замерли в ужасе, не в силах отвести взгляда. А мальчик стоял спокойно, будто знал, что сейчас произойдет нечто важное. Он не сделал ни шага назад, не вскрикнул, не дрогнул. И вдруг Гром замер, будто что-то почувствовал. Он опустил голову и медленно, почти неуверенно двинулся вперед. Подошел к ограде и вытянул шею, принюхиваясь. Его взгляд сменился. В нем больше не было бешенства, только непонимание и что-то вроде воспоминания. Мальчик поднял руку и осторожно прикоснулся к его широкой морде. И тогда произошло невероятное. Могучий бык закрыл глаза, тихо фыркнул и замурлыкал, как огромная кошка. Это был звук умиротворения, доверия, почти детской радости.
Никто из присутствующих никогда не видел ничего подобного. Фермер, его дочь, работники — все сбежались. Петр был в шоке. «Как ты это сделал? Кто ты?» — вопрошал он. Мальчик молчал. Потом его лицо увидела Тамара Ивановна. Она пошла в дом, а вернулась с фотографией. На ней покойная кухарка Наташа Кривцова и ее сын. Это он, Лёша, сын Наташи. После смерти матери мальчика забрала злая тетка в минеральных водах. Избивала, морила голодом. Он сбежал. Пришел туда, где чувствовал себя дома, на этот хутор. Когда Лёша, набравшись храбрости, рассказал, что в детстве кормил теленка Грома молоком из бутылки, всем все стало ясно. Он вспоминал, как мама, работая на кухне, поручала ему по утрам приносить подогретое молоко в сарай, где находился тогда еще крошечный теленок. Лёша садился рядом с ним на тюк сена, гладил его по теплой шерсти и напевал тихие детские песенки, пока теленок жадно пил из бутылки. Эти моменты врезались в память животного, и когда Гром вновь почувствовал знакомый запах и услышал родной голос, он словно вернулся в ту пору, когда рядом была забота и тепло. С того дня бык стал другим. Его неузнаваемо изменило присутствие мальчика. Он успокаивался, переставал рычать, подходил к забору и терпеливо ждал, когда Лёша заговорит с ним или погладит. Савельев с недоверием наблюдал за этим преображением. Суровый, прожженный жизнью человек, он не верил в сказки, но то, что происходило у него на глазах, не поддавалось логике. И однажды, глядя, как Лёша сидит на корточках у загона и шепчет что-то быку, а Гром закрывает глаза от удовольствия, он прошептал себе под нос: «Это судьба». Через месяц он подал все бумаги на опекунство. Но спокойствие хутора вскоре нарушил богатый фермер Виктор Грачев. Он предложил 5 миллионов за быка. Петр колебался, но согласился. Но когда приехали люди Грачева, все пошло не так. Гром взбесился, снес ограждение, ранил одного из работников. Лишь голос Лёши его остановил. После этого Грачев отказался от покупки. «Без пацана твой бык — чудовище!» — сказал он. Савельев понял. Гром — не товар. Он оставил быка. Позже Петр подписал документы об официальном усыновлении. Лёша стал Лёшей Савельевым. И в его глазах горела радость, какая бывает только у детей, нашедших, наконец, свой дом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.